Приветствую вас, мои дорогие! С вами Ева, вы на канале Ева Оракул Таро. И сегодня мы с вами посмотрим такую тему, пришла из потока, что вы окажетесь в центре, в гуще каких-то событий. Смотреть мы будем сегодня не на кофейной гуще, сегодня к нам пришла колода Золотое Арнуво. И что интересно, я записываю этот расклад в центре Стокгольма. Ну, просто в центре некуда, посмотрите на этот роскошный вид. Он сегодня для вас специально. Я уже на подъеме, у меня была сегодня велосипедная прогулка 2 часа, поэтому очень много энергии. Очень хочется для вас передать тот настрой, который вот в сегодняшнем есть дне, понимаете? И тема вот пришла из потока, думаю, так, вот села, взяла карты, и сразу же эта тема пришла. Вы будете в центре, в гуще каких-то событий. Ну что, девочки, настраиваемся на расклад. Небольшое вступление с этим роскошным видом, в роскошном месте, в потрясающем городе. Я влюблена в этот город, понимаете. Вот сегодня такой будет очень, такой, знаете, расклад очень какой-то особенный. Вот, ну что, начинаем. Колода сегодня просто, вот она прям тает у меня в руках, вы понимаете? Тает у меня в руках колода сегодня. Это, хотя обычно она такая, знаете, упрямая. Видите, я сказала упрямая, она сразу стала упрямой. Колесо фортуны. Причем, когда я вытаскивала эту карту из коробки, именно она первая вышла. Представляете, сейчас перемешала слово колесо фортуны. Девочки, вы окажетесь волей судьбы в гуще каких-то событий, в центре как событий, понимаете? Вот как я сегодня в моем путешествии, так я подобрала локацию, так все сложилось, так все невероятно прекрасно, что я оказалась влюблена в этот город, в это место. И вообще вот давно я не была во что-то так влюблена, как эта локация меня в себя влюбила, и атмосфера этого города. Так вот вы окажетесь тоже в центре каких-то своих событий. У вас в жизни повернется колесо жизни так, что вы оказываетесь в нужном месте, в нужное время, и вы будете чувствовать, что не вы там где-то на окраине каких-то событий, там где-то жизнь течет, и где-то вы. Вы сами, понимаете, вы будете в центре событий. Ну, понимаете, вот я же говорю, что мне можно читать из потока, читать по кофейной гуще, читать на картах. Неважно, если идет поток, все, что вокруг, будет просто подтверждать, как сказать, отражать все, что происходит. Что же там за колесо фортуны? Ой, колесо фортуны, и сразу же колесница выходит, старший аркан. Во-первых, это очень важно, значимо будет в вашей жизни. Это будет что-то, знаете, вот это будет как-то, ну вот как-то невероятно, понимаете, невероятно быстро, неожиданно. И это вы окажетесь в центре событий своей жизни как-то очень внезапно, очень быстро. Это произойдет быстрее, чем вы думаете. Понимаете, вот вы сейчас сидите, смотрите этот расклад, у вас какая-то обычная жизнь, у вас какие-то свои ситуации. Мы, кстати, посмотрим сегодня сроки, но сроки здесь, понимаете, я уже не люблю на раскладах это делать, сроки, понимаете. Это же не личный расклад, общий расклад. Поэтому здесь опять говорю колесо фортуны, понимаете, потому что я не договорилась, потому что они вместе. Я ее убрала, и карта сила. Ну вы посмотрите, ну посмотрите, старшие арканы. Это вообще возможно? И отшель. Девочки, ну что происходит? Ну, посмотрите, все карты старшие арканы, вы посмотрите. Вы будете в центре каких-то событий, в гуще событий. События будут очень быстрые, они будут активные, они будут для вас, понимаете? Вы будете чувствовать себя на вершине этой ситуации. И по карте умеренность, понимаете, это будет очень для вас гармонично, очень правильно. Я же говорю, вот как я даже оказалась здесь, где я записываю этот расклад, в какой локации, в какой момент, это тоже очень важно, понимаете? Я тоже, вот я оказалась в гуще событий. Вот и вы окажетесь в гуще событий. Так вот посмотреть, понимаете? Вот это место, где я сейчас сижу, это вот, скажем так, центр происходящего здесь вокруг меня, понимаете? А у вас в вашей жизни так события начнут складываться, что вы как будто бы выйдете из тени. Вы как будто бы привыкли находиться, как-то, знаете, в каких-то таких полутенях, как-то жить наполовинку. Так вот, это будет не жизнь наполовинку, это будет жизнь на максимум, понимаете? Девочки, я так поставила свет, может быть, сегодня карты не идеально фокусируются, но я против окна записываю. И если я поменяю настройки, все вообще будет не видно. Поэтому сегодня, возможно, карты не идеально резкие, да, потому что фокус на мне. Иначе свет будет прыгать постоянно. Вот, смотрите, поэтому
эти карты, понимаете, они вам должны сказать очень о многом. Во-первых, ваше ощущение себя как женщины, ваше ощущение себя как, знаете, такой вот королевы ситуации, оно будет просто на максимуме. Вы какое-то время, знаете, вот мне такой образ идет, как будто бы вы как будто бы как монахиня, вы соблюдали какой-то обет какое-то время, вы делали какие-то важные шаги, то есть вас как будто бы проводила судьба, не зря выходило колесо фортуны, судьба вас проводила по какому-то, знаете, тихому периоду, когда было все спокойно, монотонно, последовательно, понимаете, все как-то вы проживали внутри события, а тут начнутся какие-то внешние обстоятельства, заметные, яркие, понимаете, вот настолько яркие, понимаете, вот настолько яркие и разнообразные. И колода, вы посмотрите, как эта колода классно резонирует вообще с этим видом. Вот именно она пришла. Вот. Дальше у нас идет королева Пентаклей. И для вас это будет гуще событий, связано в первую очередь с вашей реализацией. Если вы думали, что сейчас вы услышите про личную жизнь, нет. Сегодня в первую очередь вот вы окажетесь в гуще событий, это о вашей реализации. Не обязательно работа. Вот это, скажем так, проявление вас. Может быть, вы хотели что-то сделать, этого не происходило. Но вы окажетесь, как будто бы вот все подведет к этому, понимаете? Вот все подведет к этому. И, кстати говоря, сегодня, посмотри, такой кирпичный свет. Вот отель у меня тоже такой в кирпичном оттенке. У меня сегодня микрофон, посмотрите, какой у меня новый рыжик. Понимаете, колоды тоже такой красный такой оранжевый цвет. Очень будет, знаете, такая вот интересная энергия, которая вас будет наслаждать. И поскольку это, видите, пентаклевая здесь энергия, и паж пентаклей, королева пентаклей, для кого-то все-таки это будет связано с мужчиной. И это будет, знаете, не какие-то воздушные замки, это будет конкретно через денежку, через монетку, через какие-то материальные проявления, через конкретные действия или какое-то совместное, понимаете? То есть, возможно, вас мужчина подтолкнет к чему-то. Или мысли о мужчине, мечта о мужчине вас подтолкнет к каким-то действиям, и вы окажетесь в центре событий. В общем, девочки, сегодня какой-то расклад, потому что, я же говорю, сегодня общий, но он какой-то очень загадочный. Как будто бы, знаете, вот я хочу вам дать какую-то конкретику, а мне говорят, а какую конкретику хочешь? Если дело касается судьбы, если дело касается судьбоносных вещей, действуй по интуиции, понимаете? Вот здесь вот эта карта, она говорит именно о том, чтобы интуитивно сейчас чувствовать, куда идти. Чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, нужно быть постоянно в связи со своим внутренним «я», понимаете? Нужно двигаться в направлении, вот как вода идет, текает. Ты не можешь против течения идти. Вот здесь абсолютно, понимаете, по течению. И все-таки да, но все-таки это связано, что тут еще? О каких-то, слушайте, ощущения, чувства будут невероятны. Вы будете чувствовать себя просто роскошно, восхитительно. Вот когда вы окажетесь... Это касается, видите, вот у кого-то может казаться отношений. Вот я сейчас вам расскажу все ситуации, которые ведут с потока. У кого-то касается отношений, то есть что-то для вас мужчина сделает, или появление мужчины, или мысли о мужчине, или мечта о мужчине, вас приведет в какое-то такое очень классное, изобильное событие, практически вы будете в гуще событий своей жизни, понимаете, вы окажетесь в центре. Вы давно себя так не чувствовали, вы чувствовали себя на обочине жизни, понимаете? Это что-то очень новое. У вас такого еще не было. Вот такого состояния, что, знаете, вот я звезда, и все крутится вокруг меня. Какое-то абсолютно новое начало, которое даст вам возможность. Это, знаете, вот не зря мы записывали, выходил недавно расклад «Новая глава жизни», понимаете? Вот кто смотрел этот расклад, девочки, посмотрите. И вот на август я говорила прогноз на месяц, тоже этот расклад у меня резонирует. Выходил когда-то, вот недавно, да? Полистайте. Я иногда забавляюсь здесь оставлять, но вы можете пройти, посмотреть все мои видео. Но это, я же говорю, сейчас выходила колесница, это очень мгновенные, быстрые события. Вот и мне сегодня на сегодняшнем раскладе все время хочется себя в пример привести. Вот как я здесь оказалась, это буквально в считанные, ну не часы, в считанные дни, буквально, можно сказать, считанные часы. Считанные часы я оказалась здесь, понимаете? И это было очень удачно. Это было все правильно. И вот так же и у вас, понимаете, вы
попадете в какие-то такие события, обстоятельства, завертится так колесо жизни, колесо фортуны так закрутится. Что у нас там упало? Карта дурак, понимаете? Вот она упала. Карта дурак привлекла мое внимание снова, потому что я про нее не договорила. Здесь она еще говорит о том, что э, вам очень важно сейчас, это такой, знаете, совет для вас, вам важно очень сейчас довериться, не думать на 10 шагов вперед. Вы привыкли, вы часто делаете, живете вообще как-то, вы хотите что-то наперед простроить, какой-то план, а будет так, а будет так. Наметьте себе реперные точки, понимаете, вот как вот точки, опорные точки, куда вы двигаетесь, понимаете, поставьте себе, вот как в лесу вы двигаетесь, какие-то маячки. Вот точно мне нужно быть здесь, точно нужно быть там, вот это мне точно нужно сделать, а как я уже через это все пройду, пусть колесо фортуны, пусть колесо судьбы, пусть колесница меня принесет, это, пусть силы жизни, понимаете, пусть все высшие силы меня к этому приведут, понимаете, здесь очень мне нравится карта дурак на этой колоде. И вы посмотрите, и вот даже собачка, видите, здесь она смотрит на него, а он какой воодушевленный, какой он здесь, понимаете, он здесь не дурачок, он здесь человек, который доверяется своему миру, понимаете, и начинает новый цикл, новую страницу начинает. И у него вся ангельская, я же говорю, вот вам проложит этот свет, вам просто нужно немножечко довериться себе, вообще начать жить по-новому, доверяя своему внутреннему высшему «я». Это очень для вас важный и интересный момент. Понимаете, чтобы оказаться самая счастливая карта, понимаете, подтверждающая слова и удачу. Всегда я оставляю эту карту, понимаете. Она еще раз выходит и подтверждает, что это будет для вас идеальный гармоничный момент. Вот она говорит об идеальном моменте, понимаете, идеальный момент. Давайте еще посмотрим, что же там за гуща событий такая вас ждет. Давайте еще пару слов про вас, мои дорогие. Кто смотрит мои расклады, кто немножечко понимает втором, понимает, о чем речь. То есть все-таки дело касается любви, каких-то любовных отношений, эмоциональной чувственной сферы. И если у вас нету мужчины, то вы начнете мечтать, хотеть двигаться в этом направлении, я же говорю, и это ваше желание, мечта о любви, мечта о чувствах, о какой-то такой взаимности, о том, чтобы вы, знаете, вот пренаполнились, преисполнились. Вот у вас такое состояние, что было абсолютно такое, знаете, вот сияющее такой вот на полности. Так вот, чтобы у вас это произошло, вот это состояние, понимаете, вам опять же, видите, и здесь идет опять эти лучи из сердца. Вам нужно свое сердце раскрыть, интуицию, довериться, потому что вас однозначно ведут к любви. Это тема о любви. И вот, кстати, вспомните, в начале расклада я сказала, что я влюбилась. Вот я могла просто вам начать этот расклад сказать, я влюбилась. У меня сияют глаза, я влюбилась. И вы могли спросить, Ева, ты в кого влюбилась? А я бы сказала, я влюбилась в этот город, и я влюбилась в это место. Или я вообще влюблена в жизнь. Понимаете? Вот это состояние, когда человек влюблен в жизнь, он влюблен и в людей вокруг, понимаете? Вот это вот у вас такое состояние будет. Потому что вы мечтаете о мужчине, понимаете? Вот здесь однозначно не зря выходил Паш. Ну, понимаете, здесь однозначно про чувства, про мечты о чувстве, а мечты о любви. Так вот, пусть, эти карты сегодня говорят, пусть началом ваших любовных приключений станут любовные вот эти вот гущи событий в вашей жизни. Ой, девочки, какой прекрасный вид, какой прекрасный вид. Я в телеграм-канал, как обычно, и в нашу группу «Разбуди богиню» уже, а там у нас такой большой прекрасный женский круг. Кто еще не проходил у меня этот курс, очень советую его пройти. Вы подайте в программу 10 уроков, 10 видеоуроков, которые домашние задания, вебинары, медитации. Плюс у вас есть возможность быть в женском кругу, и я оставляю вас навсегда в этом чате, и у вас есть возможность заводить подруг, общаться, делиться, дружиться и вместе развиваться, и идти к вашим мечтам.
и идти к вашим мечтам, понимаете? Поэтому, кто еще не проходил, приглашаю вас, дорогие девочки, на этот курс замечательный. Вы можете проходить его самостоятельно, можете ждать, когда, может быть, я объявлю какой-то поток, но, скорее всего, потоки сейчас будут редко в силу моей занятости. Я планирую создать новый «Разбуди всех богиню 2.0», может быть, я назову ее как-то иначе. Знаете, такая уже богиня в новых вибрациях, поэтому приходите, занимайтесь, у меня прекрасные уроки. Очень-очень-очень много они дают. И сразу же вышла карта снова дурак, понимаете, перемешала колоду, потому что для того, чтобы сделать какой-то новый прорыв в своей жизни, нужно делать какие-то новые шаги. Если ты не делаешь новых шагов, ты будешь стоять на месте, понимаете? Если ты хочешь, чтобы у тебя открылись новые горизонты, нужно сесть в машину, нужно сесть в самолет, нужно туда приехать, прилететь. Условно я вам говорю, да? Это касается и жизни. Если ты хочешь начать какое-то дело, какой-то проект, тебе нужно что-то начать, чему-то обучаться, что-то нужно делать. Если у тебя есть задачи сменить компанию, сменить работу, сменить род деятельности, вообще что-то новое начать, может быть, новое место переехать, новое окружение себе найти, вообще что-то новое в свою жизнь принести, нового мужчину встретить, понимаете? А для этого нужно делать что-то новое, иначе ты будешь находиться в старом. Это простые вещи, но вам нужно себе это напомнить, потому что вы часто, даже кто-то в комментариях, кстати говоря, вчера вечером я, когда уже засыпала, было полночь, я проснулась в 5 утра, заснула в полночь, поэтому у меня сейчас такое состояние. Только благодаря велосипедной прогулке после перелетов, после большого количества работы у меня такое, так сказать, энергичное состояние. И, кстати, вот этот поток, который я сейчас начала, он очень энергичный. Вот я сейчас вошла в ваш поток, пожалуйста. Я же говорю, поток очень энергичный, потому что, знаете, когда есть желание, когда есть мечта, когда есть какая-то цель, под нее приходит энергия. Под лежачий камень вода не течет, как мы знаем. Поэтому для вас сейчас очень важно, мои дорогие, понять, чего вы хотите. И если вы что-то хотите, сделать к этому хотя бы какие-то шаги, понимаете, начать что-то делать. Если вы хотите отношений, вот придите ко мне на курс «Разбуди в себе богиню», пройдите его. Это очень за доступные деньги можно сделать классную программу. Можно проходить этот курс за месяц, можно проходить за 2 месяца, кто-то проходит его даже за 3 месяца, смакуя каждый урок и прорабатывая, делает каждое задание там по несколько дней, глубоко, понимаете? Кто-то проходит у меня «Разбуди в себе богиню», и следом у меня вторая часть, продолжение этой программы «Как встретить своего мужчину и счастливо выйти замуж». Пожалуйста. То есть можно пройти эти 2 курса, а если еще, там, допустим, с моей консультацией, ну, это просто, знаете, полет в космос. То есть это очень быстрый буст. Вот, кстати говоря, вот у меня, наверняка сейчас Ириша напишет, вот у нас девушка была, консультация ее в день рождения, несколько раз рассказывала. Вообще какая-то традиция пошла, что много ко мне девушек приходят последние пару месяцев на консультации или в день своего рождения, или накануне. Это очень интересно. Уже, наверное, 5 или 6 было таких консультаций. Это было очень интересно, понимаете, попадают именно в день рождения. И вот писали, что на консультации я говорила, что после моей консультации со мной жизнь всегда очень сильно меняется, потому что я очень даю большой буст энергии, понимаете, передаю весь свой поток в консультациях и всю информацию, которая, знаете, такая точечная, очень важная. И действительно жизнь начинает очень быстро меняться, буститься, и начинают происходить волшебства и перемены. Вот вчера у нас был такой интересный разговор в чате. Вот, или когда, я запуталась, нет, не вчера, вчера я была в перелетах, в общем, на днях когда-то я читала, очень много просто комментариев сейчас, благодарю, что вы комментируете под сотни, поэтому я читаю очень много информации и в чате, и в комментариях на ютубе, и уже иногда запутываюсь, кто когда написал, поэтому, девочки, если пропустила ваш какой-то вопрос, пожалуйста, пожалуйста, пишите в личку, понимаете, что там упало, девочки, говорят мне карты: Ева, сколько можно трепаться? Ева, сколько можно трепаться, если нужно говорить о мужчинах? Вы посмотрите, опять выпали те же карты, да? Но мне сейчас вот на эту карту, все-таки на 6 кубков. Ой, девочки, девочки мои дорогие, если вы хотите стать счастливой, хотите встретить своего человека, понимаете, нужно общаться. Нужно общаться с людьми, эта карта говорит, понимаете? Если вы хотите императора, если вы хотите встречи с мужчиной, понимаете, под лежачий камень вода не течет. Вы думаете, ну сейчас я потихонечку подожду, ну может быть он меня найдет, ну может быть что-то происходит. Мы сейчас выходим в новую эру, когда женщины становятся очень активными, женщины становятся очень, должны быть наполнены энергией. Даже если вы не хотите двигать, как мужчины, мир физически, грубо говоря, вы можете двигать его энергетически. Каждый выбирает сам. Но то, что для того, чтобы встретить такого мужчину, наполненного, понимаете,
короля своей жизни, именно вашего человека, понимаете? Здесь именно такой вот мужчина выходит, именно здесь имитатор мне сегодня, как судьбоносный, как человек для вас. Вот если вы хотите встретить своего человека, вы должны делать по жизни свои шаги. Поэтому вот я сегодня что-то такую лекцию вам прочитала про курсы. Потому что, чтобы оказаться в центре тех событий, о которых вы мечтаете, которых вы хотите, вернее как, для того, чтобы получить то, что вы хотите, вам нужно оказаться в центре событий, понимаете? Вам нужно стать магнитом очень большого количества энергии и эту энергию в себе раскачать, понимаете? Здесь именно об этом, потому что когда вы живете на пониженном уровне энергии, когда вы расстроены, когда у вас много страхов, обид, очень много непроработанных эмоций, все это не дает вашей энергии раскрываться, понимаете? Это все блокирует вас. Если у вас недостаточно сил, энергии, если вы чувствуете себя в таком поникшем состоянии, угнетенном, это означает, что вы где-то предали себя, где-то пошли не туда, понимаете? Где-то что-то, какие-то есть застряли эмоции, которые вы не проработали. Поэтому, если вы хотите начать новые действия, я не для вас позвала в курс. Если у вас, допустим, консультация со мной для вас, вам ее сложно потянуть, допустим, финансово или эмоционально вы не хотите, да, работать вот как бы со мной, да, вам нужно самой в чем-то разобраться. Бывают люди, которые сами хотят разобраться, им не хотят, чтобы кто-то им подсказывал, помогал, направлял, да. Есть люди, которые понимают, что работать с наставником – это в сотни раз эффективнее, да. Поэтому у каждого свой принцип по жизни. Но один говорит, если ты хочешь воплотить свою мечту, надо что-то, пора уже тебе менять, потому что и внутри менять, понимаете, здесь все говорит сегодня про кубковое, про внутреннее состояние, про вашу энергию. То есть энергия должна течь легко, а нам показывает, что у вас есть застойные явления, поэтому, чтобы оказаться в гуще событий, понимаете, королева жезлов, для того, чтобы оказаться в гуще событий, вам нужно начать, знаете, так активничать, немножечко, знаете, так эту вселенную так вот это раскачивать, понимаете, вот что-то такое идет. Так, мои дорогие, дальше поехали, дальше поехали. Двойка жезлов. Абсолютно карты сегодня, как обычно, продолжают все, что я вам хочу сказать. Если у вас сейчас стоит намерение, а оно стоит, на новые перспективы, на новые желания, новые мечты, на нового мужчину, вам нужно открыть новые горизонты. В том месте, с теми людьми, в тех обстоятельствах, с теми мыслями, с теми чувствами, в которых вы сейчас находитесь, если вы не поменяете, вы будете лежать, понимаете, в тех же эмоциональных этих перипетиях, в которых вы были какое-то время, от чего вы устали. Поэтому вам нужно взять быка за рога. И если вы хотите прийти к вашей мечте, понимаете, вот это абсолютно ваш путь. Перестать сражаться с реальностью, а с ней начать сотрудничать, понимаете, и разобраться со своим эмоциональным состоянием. Оно у вас не такое простое, как вам кажется. Поэтому стать победительницей в вашей ситуации, оказаться в гуще событий, это можете сделать только вы. Понимаете? Это можете сделать только вы. А у каждого в данный момент вот эта вот гуща событий своя. Кто-то хочет, понимаете, новое дело, новый заработок, какие-то перемены в жизни конкретные, понимаете, вот физически ощутимые, зримые какие-то перемены, понимаете, здесь о конкретных шагах, вот королева жезлов, о конкретно видим, вот я сделала это, получила это, сделала это, изменилось это, понимаете, вот оно об этом. А для кого-то, понимаете, это исполнение какого-то женского своего счастья, какой-то мечты. Кстати, карта Солнца мелькала и Жрица. Понимаете, да? Через проработку, не зря вот это я сейчас курс, консультация, потому что некоторые проходят курс, но они не могут увидеть какие-то еще такие вещи, опять карта звезда, понимаете, не можете вы увидеть какие-то такие вещи вокруг вас, которые очень важно увидеть. То есть у вас сейчас есть слепые зоны, знаете, вот у вас есть сейчас слепые зоны, которые мешают вам увидеть мир по-новому. Ну, когда в машине едете, по зеркалам часто вы видите мотоциклистов? Видите вы их? Вот вы сейчас есть вещи, которые вы не видите, понимаете?
И, кстати говоря, вот у вас сейчас такой период начинается, очень соблазнительные конфетки. Вот мне так идет такое, что вы конфетка. Не знаю, почему такое слово пришло, что вы конфетка. Сегодня вы такая конфетка. У вас такая энергия начинается. Ой, я вот так вот сяду, потому что поясница болит, неудобное кресло такое. У вас такой период, что вы уже начали как-то зажигаться, как-то начали себя ощущать очень как-то привлекательно и интересно. Такая вы сладенькая, манкая. Карта Солнца же говорит, что она выходила, она вернется. Вы стали очень яркая, как конфетка, очень заметная, понимаете, вот такой пупсик вы. Ваша энергия сейчас начинает раскачиваться. Но если вы эту энергию не будете оформлять правильно, если вы будете эту энергию направлять на те же самые вещи, будет происходить то же самое. И вы будете писать, что из года в год встречи не происходит, ничего не меняется, я все стала. Девочки, если у вас в жизни что-то не меняется, ничего не меняется, означает, что вы или ничего не делаете, или делаете в противоположное в минус, понимаете? Люди, которые действительно меняются, которые делают хоть малейшие шаги, у них в жизни быстро сейчас все меняется, сейчас такие энергии. Поэтому, если у вас ничего не меняется, это означает, что вы по-прежнему выбираете жить в сценарии «я жертва обстоятельств», и пусть там что-то как-то оно само будет происходить. Я буду сидеть и ждать. Так это сейчас больше не работает, девочки. Если вы будете сидеть и ждать, ну, сегодня это главная карта, понимаете? Туз жезлов. Главная карта про действия, про новые действия, понимаете? Какие-то новые действия. Вот мы, кстати, в курсе очень много на этом акцентируем. Новое вы, новые шаги, понимаете? Новые действия. Красиво так. Проснулась в 5 утра. Хотела в 5 утра записать расклад, но солнце было, вот здесь был рассвет, понимаете, вот рассвет был здесь, и я подождала какое-то время, выбрала правильное время, когда сейчас такое уже, знаете, хотя сейчас, наверное, где-то сколько, 9 утра, но солнце уже достаточно высоко, 9:30, солнце уже высоко такое, знаете, и оно уже не слепит в камеру. И я это вам сейчас почему рассказываю, как я это записываю расклад, это же информация для этого расклада, понимаете? Были сделаны правильные действия, выбран правильный момент. И вы оказались в правильном свете, в правильном центре событий. Понимаете? Правильные действия приведут вас к правильному результату. Но если вы будете по-прежнему говорить, я ничего не знаю, я ничего не вижу, я ничего не понимаю, я не знаю, куда двигаться, я не знаю, что делать, вообще не знаю, что в моей жизни происходит. Если вы по-прежнему будете оставаться и выбирать это состояние жертвы, понимаете, беспомощной, то, в общем-то, то и будете получать. Поэтому, как говорится, все мы как бы получаем то, чего заслуживаем. Карта дьявол сразу же выходит, понимаете? Если вы не выбираете свет, если вы выбираете состояние жертвы, а это всегда темные энергии, понимаете, это всегда дьявольские энергии, это не энергии Сотворца, это не энергии божественной любви, где я люблю этот мир, я люблю себя, я творю свою жизнь. Если вы выбираете обвинять всех других вокруг себя и жаловаться, в том числе периодически, очень, ну как бы периодически, там вот бывает в комментариях хотя бы 1-2 комментария, что сколько можно слушать расклады, ничего в моей жизни не меняется. Если вы смотрите моему каналу всего-то сколько там, я не знаю, 4 месяца, да, прогностических раскладов было очень много. И если вдруг ничего у вас совсем не меняется, если совсем ничего не меняется, так, микрофон я сегодня забыла, если совсем ничего не меняется, это означает, что вы делаете или не то, или делаете недостаточно. И, возможно, что-то нужно поменять, понимаете? Поэтому сегодня сегодня карты вас ругают, девочки. Сегодня карты вас ругают, говорят, недостаточно ты работаешь, халтуришь, а нужно работать добросовестно, понимаешь? Ты делаешь, ты живешь, ты творишь свою жизнь, творишь сама свою судьбу. Хочешь оказаться в гуще событий, будь сама творцом. Хочешь оказаться в красивом месте, найди его. Хочешь создать вокруг себя отношения, которые будут тебя радовать, создай их. Хочешь жить в месте, которое тебе будет нравиться, найди его, понимаете?
А уж какие способы ты выберешь для его нахождения, это уже другое дело, понимаете? Женские или мужские ли пути, какую ты энергию выберешь, борьбы, сотворчества. Это же мы же все творцы, каждый сам выбирает, в какой реальности он живет. А вы, кстати, заметили, как я подобрала сегодня микрофончик к цвету кирпичика и стульчика специально для вас и к крышам? Вот сидела и выбирала, какой цвет. И нашла, кстати говоря, давно искала ветрозащиту разноцветную. Наконец-то нашла здесь, на этой локации. И, кстати, ты разноцветные крыши, и я вот сегодня в таком вот тоже, понимаете? Это что же, я сейчас вот в потоке же это все говорю, понимаете? Вот если есть мысль, если есть желание, есть эта идея, оказалось, что именно с моим отелем рядом, через одну улицу есть этот магазин. Нигде нету их ни в одном онлайн-магазине, ни в Европе, ни в Турции. А здесь нашла. Есть запрос, есть желание, вы притянетесь в это место, понимаете? В этом сила мысли, понимаете? Сила мысли. Если вы еще не научились управлять реальностью, то я– это тот человек, который вас может этому научить. И у вас жизнь заиграет совершенно новыми красками. Начните с моего курса, придите ко мне на консультацию. И постепенно ваша жизнь начнет меняться. Девочки, которые у меня... есть девочки, которые приходили ко мне несколько лет назад в стадии тяжелейшего развода, из абьюзивных отношений, из насилий, из безденежья, непонятно где жить, а сейчас выходят замуж второй раз, рожают детей, создают новые отношения и выбирают уже в какой стране жить, понимаете? И это все можно сделать очень быстро, можно не сидеть десятилетиями ждать. И таких историй у меня, ну вот все, с кем я работаю, понимаете, нету таких историй, что вот если девочки действительно, вот я же говорю, у меня есть постоянные девочки, которые поняли смысл этого, да, и они используют меня как очень важный инструмент, который дает вовремя необходимые подсказки, понимаете. Поэтому я же говорю, что нет ничего ценнее информации, которую ты можешь получать вовремя для того, чтобы двигаться вовремя. Поэтому если вы сейчас, понимаете, вам подсказывают, чтобы оказаться в гуще тех событий, о которых вы мечтаете, вам нужно, понимаете, из женской энергии все делать. Не просто напролом, а, понимаете, вот по-женски, идти к вашим мечтам по-женски, соединиться со своей женской натурой, со своей женской энергией. Все будет получаться гораздо легче, гораздо интереснее. Девочки, какой сегодня прекрасный расклад. Сейчас мы посмотрим еще вам карту совета. Ну, в общем, вы в центре событий, мои дорогие. Сколько еще карта совет? Колесница, понимаете? Она говорит еще, знаете, вот о чем, что ты можешь двигаться по жизни, то, что я вам уже сказала, гораздо быстрее. Вам карты советуют, ты теряешь время, ты можешь получать от жизни больше. Ты можешь получать от жизни больше. Ты можешь гораздо интенсивнее, интереснее жить и добиваться своих целей, своих мечт гораздо быстрее. Если ты соединишь себе мужские и женские энергии, раз. Если ты будешь прислушиваться к своим эмоциональным состояниям и жить в согласии с собой, опять же, тоже карта Луна, женская энергия. Девочки, сколько я сегодня раз позвала вас на курс. Придите и пройдите курс самостоятельно, правда. Сегодня это об этом, самое главное. Пишите в комментариях, как вам срезонировал сегодняшний расклад. А я что-то застряла, я еще думаю, мне еще какая-то информация идет. Хотела уже заканчивать расклад, но мне еще идет информация. Да. Какие-то новости будут, какие-то новые, знаете, вот еще такое будет, мне сейчас идет, что-то будет связано, понимаете, что-то будет связано с какой-то, знаете, вот произойдет какое-то событие, которое вас все-таки подтолкнет к этому, понимаете, вот я вас зря ругаю, нет. Это Таро ругали вас, понимаете, карты Таро вас ругают, поток вас ругает. Но сейчас поток говорит нет. Просто если ты будешь двигаться, ты сейчас поймешь, ты сейчас из тех событий, которые вокруг тебя, ты сейчас правильный возьмешь для себя эмоциональный, скажем так, такой вот вектор, порыв. И потом начнешь в этом направлении работать, понимаете? Тебе Вселенная даст эту подсказку. И вот когда вы будете работать с этим, понимаете, сразу же придет абсолютное состояние гармонии, спокойствия, уверенности, что я делаю то, что надо. И здесь однозначно это связано с другими людьми. С мужчинами, с женщинами, с коллегами, с вашими родственниками. То есть это что-то, понимаете, какое-то вот от других людей вам придет какая-то информация,
Вот не зря, вот видите, я позвала на консультацию. От меня, возможно, придет информация, возможно, от каких-то коллег, от каких-то друзей. Что-то вы увидите в интернете, что-то будет какая-то информация, поймите, что-то вы где-то услышите, и вы такая, окей, понимаете? Я поняла, туда, понимаете? Потому что сейчас вы часто не двигаетесь или тормозитесь, потому что вы думаете, ну, я не вижу выхода, будем ждать, понимаете? И вот это вы сидите и ждете. Ну, подождем твою маму, подождем твою мать. Я не знаю, почему. Почему это я сейчас сказала? Песня эта выпала, я не знаю, сколько я ее не слышала, 20 лет. Это песня нашей юности, да, или детства даже, дорогие мои. Поэтому подождем, вы поняли, да? Можно, конечно, ждать очень долго. Можно очень долго ждать. Ну, все карты, понимаете, про действие, про активность. Колесница сколько раз сегодня выходила? Был ли расклад, чтобы выходиться, и рыцари, колесница, и рыцари жезлов и мечей выходили постоянно, понимаете, говорящие о том, что сама с собой ты даже, понимаешь, тебе себя с собой нужно в первую очередь как-то себя победить, понимаете? Суд карта выходит, понимаете? Вот она намекает, что давай уже, соверши эти все правильные действия. Девочки, какой сегодня прекрасный расклад. Какой сегодня прекрасный расклад. Проснулась сегодня в 5 утра, прокатилась по набережной, съездила на соседний остров на велосипеде, вот и вернулась и вот сделала для вас расклад. Впереди куча дел, перелет, дела. В общем, сегодня только такой вот с утра решила уже сделать расклад, чтобы больше, знаете, на такой вот свежей утренней энергии. Я очень люблю именно утром. Поэтому, девочки, не ждите. Если будете ждать, что само как-то что-то произойдет, вы, понимаете, вы, конечно, можете сидеть и ждать. Я же говорю, может быть, что-то и вы ждете. Но не факт, что вам это понравится, прям, понимаете, вот просто вот, что это прям будет такая вот ваша мечта, понимаете. То есть хотите получить именно то, что вы хотите, сделайте для этого какие-то шаги. Девочки, ну что я могу добавить? Такой вот прекрасный расклад. И продудел паровозик, пароходик. Ну что, мои дорогие, пишите в комментариях, кому понравился сегодняшний расклад. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Я знаю, что многие смотрят. Как выяснилось, уже 53% подписаны на мой канал. Еще и меньшая половина моих постоянных зрителей забывают подписаться. Девочки, есть кнопочка subscribe, подписаться. Пожалуйста, подпишитесь, мне это будет очень приятно. Если вам нравятся и полезны мои расклады, вы можете отправить мне донат, вы можете нажать кнопочку thanks. Благодарна всем, кто поддерживает мою работу, мой труд, понимает, что моя энергия чего-то стоит, что это взаимный обмен. Поэтому лайки, комментарии, донаты. Благодарю вас за то, что вы понимаете важность того, что мы сделаем здесь вместе на канале. Ну и жду вас в личных пространствах, в группе в Telegram, на курсе у нас там есть отдельная группа, или со мной в личных консультациях. Я вас люблю. Желаю вам, чтобы в центре событий вы оказались. Ну, понимаете, 3 раза выходила колесница. Вы в них окажетесь очень быстро, поэтому жду в комментариях, что там у вас такое произойдет. Все, пока, целую, до связи из центра Стокгольма, из Швеции.